Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья. Сегодня готовим калитки по рецепту из старой книги, но с моими небольшими доработками. Это тот случай, когда из самых простых продуктов получается что-то невероятно вкусное. Тонкое тесто, нежная картофельная начинка с грибами и румяные края. Но есть один нюанс, из-за которого у многих они не получаются. Сейчас покажу, как сделать идеально с первого раза. Начнем с теста. К яйцу добавляю сахар и соль. И все хорошо перемешиваю. Далее добавляю растопленное сливочное масло, теплое молоко и неполную ложку подсолнечного масла. Перемешиваю жидкие ингредиенты и буду добавлять муку. Здесь у меня смесь ржаной и пшеничной муки. В оригинальном рецепте шла только пшеничная мука. Ржаная мука дает более интересный вкус. Появляется хлебная нотка с легкой кислинкой. Придает калиткам коричневый цвет. Хорошо держит форму защипов и не размокает от начинки. Частями добавляю пшеничную муку. Замешиваю тесто сначала в миске. Когда оно начнет собираться в комок, перекладываю его и продолжаю вымешивать на коврике. Тесто должно получиться плотное, но не мягкое. Оно не должно липнуть, но и не должно быть резиновым. Оставляю его отдохнуть на 15-20 минут. Теперь начинка. Картофель отвариваю и хорошо выпариваю. Добавляю сливочное масло и немного молока. Пюре должно быть мягким, но не жидким. Оно должно держать форму и легко размазываться. Добавляю соль, перец и немного сушеных трав. Отдельно обжариваю лук и грибы до полного испарения влаги. Добавляю их в пюре и все хорошо перемешиваю. Вместо грибов можно добавить обжаренный бекон или сало. Начинка готова. Даю ей остыть. Отдохнувшее тесто для удобства делю на две части и раскатываю в форме жгутика. Делю тесто на 8 равных кусочков, примерно по 40-42 грамма каждый. Далее каждый кусочек собираю и подкатываю в шарик. Раскатываю очень тонко лепешку, такие лепешки называются сканцами. Диаметр лепешки 13 см, толщина 1–1,5 мм. Выкладываю примерно 50 грамм начинки и разравниваю. Теперь формирую калитку. Двумя руками по кругу делаю защипы. Они не должны быть очень высокими. Разравниваю начинку чайной ложкой. К яйцу добавляю щепотку соли, перемешиваю и добавляю сметану. Далее вливаю на каждую калитку по 2 чайных ложки смеси сметаны и яйца. Выпекаю в газовой духовке с нижним подогревом на верхнем уровне при температуре 210 градусов 15-17 минут. Калитки должны слегка подрумяниться по краям, а начинка схватиться. Достаю калитки из духовки и смазываю растопленным сливочным маслом по краям и сверху. Масло слегка подтекает и также напитается донышко. Даю им постоять несколько минут. Вот такие получаются калитки. Тонкое тесто, аккуратный край и нежная начинка с грибами. Рецепт подойдет как альтернатива пирожкам, быстрее и легче, а главное очень вкусно. Всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если калитки вам понравились. Напишите в комментариях, а вы готовите калитки? Если да, то с какой начинкой?
Но я говорю вам до свидания, до новых встреч и, конечно же, увидимся.